Всем привет! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. Сегодня тема нашего видеоурока шеби шик. И мы сделаем панно в этом стиле. Я думаю, вам будет интересно. Использовать мы будем деревянную заготовку, декупажные карты, акриловые краски. Весь перечень используемых материалов будет ниже под видео. Также под видео вы найдете ссылку на магазин, где я заказываю деревянные заготовки. Будьте внимательны, обращайте на это свое внимание. Как обычно, начинаем работу с нанесения грунта на поверхность. Я буду использовать такую деревянную заготовку и маленькую круглую заготовочку. И ту мы покроем грунтом. Не забывайте увлажнять кисточки перед началом работы, это важно. Заготовки покрыла грунтом. Со стороны, где будет клеиться декупажная карта, я покрыла грунтом в 2 раза. Между слоями хорошо просушила. Эту круглую заготовочку тоже с 2 сторон я покрыла грунтом. И после того, как высушила уже все этапы, я прошлась мелкозернистой наждачной бумагой по поверхности. Сейчас заготовка абсолютно гладкая, приятная, и вполне уже можно продолжать дальше работы. Если вы впервые это делаете, вы хотите более подробно увидеть, как покрывается, сушится, зашкуривается поверхность, вы совершенно спокойно вернитесь к предыдущему видео, посмотрите, как я это делала, там более подробно все показано. Сейчас я буду покрывать заготовку коричневой краской с обратной стороны, то есть лицевая сторона, где будет клеиться декупажная карта, не покрывается коричневой краской, покрывается обратная сторона и этот кантик, который соединяет 2 стороны. На маленькой заготовке я буду покрывать только вот этот кантик тоненький. Краску я использую акриловую, синтетическую кисть. Кисть обязательно увлажняйте, не забывайте об этом, это действительно очень важно для работы. Так, приступаем. Можно даже чуть-чуть подразвести водой, если густая, немного. Если слишком густая краска. Краской покрыла те места, которые необходимы. Так вот это выглядит. И маленькая тоже. И сейчас мы будем приклеивать декупажную карту. Для этого я буду использовать вот такую нежную весеннюю карту с такими мотивами интересными. И на маленькую заготовку я буду клеить такую красивую девушку. Как обычно, сначала увлажним карту. Убираем лишнюю жидкость.
Так. Поближе заготовку. Клей для декупажа. Наносим на поверхность клей. Так, прям руками берем и прикладываем аккуратно к поверхности. Как обычно, используем файл и шпатель. Ну или любой плоский инструмент, какой у вас имеется под рукой. И сверху еще раз клеим. Все так же от середины к краям. Все лишние детали убирайте с помощью наждачной бумаги. По краешку аккуратно пройтись надо. В сторонку. И то же самое делаем с маленькой круглой заготовкой. Так, карты мы приклеили, и сейчас дадим хорошо высохнуть, и покрыть необходимо первым слоем лака. Я покрыла изделие первым защитным слоем лака, хорошо это все просушила. Сейчас буду делать потертости. Я напоминаю, мы сегодня в работе применяем стиль shabby chic. Это потертый шик в переводе. Значит, нам необходимо сделать красивые винтажные потертости на поверхности, где у нас коричневая краска. Что еще хотела сказать? Значит, в shabby chic используют пастельные оттенки красок. То есть нежные, пастельные, они не должны быть ни в коем случае кричащими, какими-то розовые, пастельно-розовые, зефирные, слоновая кость, нежно-зеленый, голубой. Пожалуйста, все это можно применять в работе. Для того, чтобы сделать те самые изысканные потертости, вам необходима свеча. И там, где вы будете делать, где-то более активно, где-то совсем немного, свечкой необходимо пройтись. Вот в каких-то местах сильно. Не старайтесь одним движением прошли и все. Нет. Интереснее будет выглядеть работа, если вы где-то сильнее, где-то совсем слегка пройдетесь. Вот таким образом. Свеча, соответственно, любая у вас, какая есть, маленькая, большая, вообще не имеет значения. Здесь имеет значение сам воск. Так. И на маленькой тоже пройдемся. Я даже здесь немножко зайду на поверхность. Совсем слегка. На поверхность картинки. Все, это сделали. Сейчас с помощью сухой кисти необходимо будет убрать излишки воска. Широкая, плоская, жесткая кисть. Прекрасно. И вот где прям комочки воска, вы должны их убрать. Комки вам эти не нужны. Краску будем использовать акриловую краску.
Я буду использовать розовый, но он слишком активный розовый, поэтому немного разведу с белой краской, чтобы успокоить его. Такой разбеленный должен быть, нежный. Вот цвет зефира. Еще учитывайте, что у нас основа коричневая, соответственно, она тоже успокоит верхний слой краски, она не будет такая активная, так ярко выглядеть. Поэтому учитывайте, когда смешиваете краску. И у меня есть серый холодный. Буду использовать он холодный, такой красивый оттенок, у него даже немножко с голубизной какой-то. И зеленый, тоже очень спокойный такой, я даже не знаю, какой это цвет, это не изумруд, но очень зеленый темный, но он мне больше как такой изумрудный с добавлением черного, что ли. Бирюзовый какой-то. Ну, совсем капельку, может быть, где-нибудь добавлю его. Сейчас буду смотреть в процессе. Так, беру кисточку. И сначала вот серый холодный. Я немного захожу на картинку, она защищена лаком, ничего страшного в этом нет. Но я прям хочу немного зайти, как бы немного испачкать ее по краям. Так, я нанесла серый. Сейчас немного добавлю розового, совсем чуть-чуть. Немного зеленого, изумрудного. Прям в некоторых местах. И снова закрою серым. Так, хорошо. Это оставляем. Краска должна хорошо высохнуть. То же самое делаем с маленькой картинкой. Сейчас я вам покажу. Но сейчас необходимо все высушить хорошенько. Краска на поверхности высохла, и сейчас я пройду полностью всю поверхность мелкозернистой наждачной бумагой на такой мягкой основе. Более выраженные потертости на боковинках я буду делать тоже наждачной бумагой на тканевой основе, но она чуть-чуть жестче. Поэтому мелкая тоже, не грубая ни в коем случае, но немного жестче, чем совсем это для зашлифовывания. Так, приступаем. Так, сейчас этой. Вот прям, смотрите, как хорошо. Там, где воск нанесен, давить не надо, она легко будет уходить, краска. И будет создаваться на поверхности такие легкие потертости, естественные потертости. Все, мне нравятся потертости. Вы по своему усмотрению вы можете добавлять их, более активные делать, менее активные.
Здесь уже дело вкуса, техники, как вам будет угодно. Можно дольше потереть, тогда более выраженные будут. Можно совсем легко, менее выраженные оставить. Пожалуйста, по своему вкусу смотрите. То же самое я сделаю и с маленькой заготовочкой. Так, ну вот в принципе и все. Сейчас я покрою их лаком. Пока лак будет сохнуть на поверхности, я сделаю объемные детали для украшения. Сделаю непосредственно объемные розы с помощью молдов и глины. Изделие я покрыла лаком, и пока лак будет высыхать на поверхности, я сделаю объемные элементы с помощью молда и глины. Мне нужны цветы сегодня. Какие розы красиво получаются. Так, и листики отдельно, бутончик. Так, у меня достаточное количество разных элементов, листиков, цветочков. И сейчас, пока глина немножко схватится, ей надо дать возможность чуть-чуть, чтобы она не совсем такая живая была. Мы продолжим работу, а именно я выделю на круге патиной некоторые участки, чтобы эта работа оказалась более завершенной. Итак, патина немного тарелочку на диск и по краям немного пройдемся, затемним их и тем самым работе добавим такой завершенности. Так, все. Меня все устраивает. И сейчас понадобится клей ПВА строительный. И мы будем клеить маленькую заготовку к большой. Круглую заготовку с картинкой клеим к большой поверхности. Для этого использую клей ПВА строительный. Наносим его хорошенько, не стесняясь. В домашних условиях что-то поставьте сверху тяжелое, пускай какое-то время постоит, чтобы наверняка схватился клей. Сейчас розы. Используем ту же краску акриловую, с которой мы работали уже. Чуть-чуть увлажню кисточку, краску. И вот сначала все цветы покроем такой серый оттенок, основной, который мы использовали. Перед тем, как клеить к поверхности, самое главное, пройдитесь вот те места соединения с поверхностью, чтобы не испачкать работу. А уже все остальное можно доделать, когда цветы будут приклеены непосредственно к изделию. Вот я края пройдусь сейчас
и сейчас будем клеить, создавая рисунок на поверхности. Итак, с помощью клея ПВА, с помощью того же клея, который мы приклеивали эту картинку, мы будем приклеивать изделие из глины. Все элементы приклеены к поверхности. Сейчас они немножко схватятся, и мы их закончим тем, что нанесем краску полностью, и тогда наша работа будет полностью закончена. Так, покрываем полностью цветы с помощью серой и розовой красок. Подошел к завершению сегодняшний видеоурок. Очень надеюсь, что вам было интересно. Сегодня мы сделали панно в стиле шеби шик. Это интерьерное панно, совершенно спокойно можно украсить любой интерьер, да, с помощью него. Можно добавить крючки и использовать как подвеску для ключей или для кухонных полотенец. Это уже на ваше усмотрение, как применение совершенно разное может быть. Что еще хочу сказать в завершении? Не забывайте подписываться на канал Колыбель искусства. Впереди вас ждет очень много интересных видеоуроков. Также ставьте свои лайки, это помогает развиваться мне и моему каналу Колыбель искусства. Оставляйте комментарии, с удовольствием все читаю, отвечаю с огромным удовольствием на них. И до новых встреч, всего вам доброго, давайте творить вместе.